Сейчас ты узнаешь, почему сезонные пропуски вредят серверам. Летний или зимний пропуск. Мечта как для игроков, так и для администрации проектов. Деньги, онлайн, привлечение новых и старых игроков. X2 финка на всех бизнесах. Но чем мы платим взамен? Ускорением краха серверов Majestic RP. Автор видео не стремится очернить или опорочить проект Majestic RP. Все, что он говорит в видео, это его личное мнение, сформированное на основе опыта игры в различных проектах GTA 5. Новые механики, акции, обновления. Ничто так не может заставить нас зайти в игру, как летний или зимний пропуск. Во время события, подключаясь в игру каждый день, нам не стоит терзать себя мыслями, чем заняться и что поделать. У нас есть четкий план действий. Мы выбираем самые легкие задания и быстренько их выполняем, попутно открывая новые уровни и забирая вещи или распыляя их. Все в плюсе, что тут может быть плохого? 9 февраля 2024 года Majestic спешно перешел на платформу Alt-V. Не будем сейчас обсуждать эту тему, на ютубе хватает видео об этой ситуации. И в этот же день анонсировали акцию сроком 2 недели невиданной щедрости. За 5 часов игры 500 Majestic коинов, 5000 опыта зимнего пропуска и опыт всех заданий X2. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Воистину, самая щедрая акция на Majestic за все время. И через 2 недели эту акцию продлили еще на неделю, немного видоизменив ее. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Огромное количество игроков, которые даже сидели в хардбанах, смогли пройти пропуск и получить все уровни зимнего пропуска, что лишь усугубило проблему самой чувствительной системы нашего проекта. Да, это было сделано для того, чтобы не потерять онлайн и аудиторию проектов. Да, много людей говорило, что они даже не могут зайти на сервер, чтобы отыграть 5 часов и получить награду. Но все же огромное, я повторю, огромное количество человек получило кучу плюшек. А чтобы получить еще больше плюшек, при регистрации указывай промокод Таран, либо в игре /промо-таран. Он даст тебе $50 000 и 7 дней Platinum VIP при достижении 3-го уровня. А я, пожалуй, продолжу. Сервера были забиты, очереди были по 200-500 человек. И это только на старых серверах. Тема сервера позволяет работать без очередей. В рамках вывода средств сервером летом 2023 года было выпущено обновление семей, где значительная часть вертов была выведена из серверов, тем путем, что семьи тратили огромные деньги на офисы, склады и открытие новых контрактов в организации. Реклама Weasel News была забита на месяц вперед объявлением о наборе в семьи. Но со временем стало понятно, что система настроена неправильно. Мало того, что к зиме 2024 года большая часть семей за счет выполнения дорогостоящих контрактов отбила и уже начала зарабатывать больше денег, так еще и подобные акции и продление пропусков влило огромные деньги на сервер. Для примера, на моем сервере Сан-Диего осенью 2023 года в Forbes можно было войти от суммы 20 миллионов, а уже весной 24-го порог вхождения был 43 миллиона. Всего за полгода количество вертов увеличилось больше, чем в 2 раза и полностью похерило обновление с семьями и выводов вертов с серверов. Ценность экономили на все, от банкоматов и бизнесов до товаров на маркетплейсе. Majestic плотно подсел на сезонную иглу. Игроки донатят на пропуск, онлайнят и поднимают интерес к серверам Majestic. Но, к сожалению, как у любого котика, приходят последствия, которые исправить будет очень сложно, либо совсем невозможно. Под конец пропуска мы получаем выжатых людей, которые уходят на следующие 3 месяца из игры. К примеру, мой магазин 24/7 период пропусков приносит около 500-600 тысяч долларов грязной прибыли в день. Вне пропуска это от 120 до 250 тысяч. Конечно, Majestic не изобрел велосипед. Сезонные пропуски существуют уже давно и в большинстве количестве разных игр. В тех же World of Tanks начали постоянно клепать боевой пропуск. Но в отличие от Majestic, в танках, сколько бы игрокам не наваливали в плюшек, это никак не скажется на вашу игру в бою. Важная составляющая стабильности серверов — это экономика. Ее необходимо постоянно поддерживать в равновесии. Чем больше игроков, тем больше денег. А чем больше денег, тем выше цены. Новичку будет очень сложно развиваться на сервере с высокими ценами. Из-за этого мы можем увидеть повальный отток людей со всех серверов во время открытия нового сервера. Игроки уходят туда ради новой жизни, потому что на новом сервере нету болячек в виде убитой экономики, монополии, доминированием одной семьи над всем сервером. И нет, ни в коем случае не хотелось бы, чтобы пропуска убрали.
квесты. Мне самому нравится их проходить, получать плюшки. Та же колонка, которую добавили в зимнем пропуске, это новая механика. Господи, мальчик, ты на моей территории. Хотя я, конечно, был уверен, что Majestic сможет заработать на этом, добавив в магазин законные разные другие звуки. Бля, братанчик, как так нахуй? В чем я, конечно, ошибся. Но я в корне уверен, что их систему надо скорректировать. Иначе мы придем к тому, что с каждым пропуском количество игроков, участвующих в нем, будет становиться все меньше. Зачем мне участвовать в пропуск, фармить деньги на обычных работах, если я уже с прошлого пропуска получил достаточное количество денег, вещей и парочку крутых и топовых машин. На том же 5RP пропуск ужасный. С него ты только получаешь ненужные шмотки и машины типа торнадо. Но он не дает тебе так обогатиться, как пропуск на Маджестике. Уже завтра выходит летний пропуск, и я уверен, что он кроме призов ничем не будет отличаться от предыдущих. Те же машины с большим багажником на 100-м уровне, те же быстрые машины на 150-м, которые с каждым годом становятся на 2 километра быстрее. Те же задания, ну кроме тех, что вывели в конце прошлого пропуска. Позвонить, отправить смс, поздороваться с игроками. Вот пару советов в преддверии летнего пропуска 2024. Помните, что вам не обязательно донатить для того, чтобы купить премиум ветку. Достаточно копить Majestic. За 5 часов игры каждый день вам начисляют 200 коинов. Также вот таблицы, за какие игровые уровни сколько дают Маджестиков. Можете поставить на паузу и рассмотреть. Не выкидывайте предметы для пропуска после их использования. Складируйте в авто или в кладовке следующее: гриль, удочка, червяки, парашют, кальян, гитара, отвертки, пиво, гамбургеры. Они будут необходимы на весь период пропуска. Забирайте все с заданий по мусоркам. Одежда, предметы, все вам пригодится. Так можно собрать хорошую коллекцию одежды и предметы, необходимые для заданий. А кое-что можно будет даже продать за пару тысяч. Одежду на крайняк можно слить на рынке. Кстати, самая крутая мусорка находится тут, возле офиса Аркадиус. Количество опыта для каждого уровня, описание уникальных предметов можно посмотреть на сайте Majestic Wiki, ссылка в описании. Если вы состоите в ГОСТе или в Крайме и хотите максимально легко пройти пропуск, выходите из фракции прямо сегодня. При игре во фракции у вас всегда будут задания, связанные с ней. Посадить преступников или ограбить бизнесы. Семья не влияет на задания. Вы знаете задания, при выполнении которых у вас могут возникнуть вопросы? Новые задания из зимы 2024. С которым у игроков возникли проблемы. Покупаем на всякий случай бинты в магазине и приезжаем в любое место, где есть озеро или море. Важно проверить, нет ли там ЗЗ. Ныряем под воду и ждем там, пока полоска воздуха не станет красной, и резко выныриваем. 2 минуты под водой — это 1% навыка. Приезжаем на маркет и заходим именно в здание. Тут есть стулья. Подходим к ним и слышим звук, что можно нажать клавишу E. Открываем Marketplace, там уже выбираем машину и нажимаем тест-драйв. Если у вас уже есть бинокль, не надо покупать новый. Просто посмотрите в него и задание засчитается. В 24/7 продается 2 вида сигарет. К ним берем зажигалку и задание выполнено. Хватит собрать 15 апельсинов и продать их фермеру. В аэропорту вот здесь метка. Приезжаем, платим 2000 и навык поднят. Здесь на карте отмечены точки, где я выполняю это задание быстро и по памяти. Масло и аккумулятор можно купить на заправках. Также понадобится ремкомплект, который также можно приобрести на заправке. В мотосалоне покупаем мопед или велосипед и сдаем его на свалку. Зачастую владельцы салона на время пропусков не закупают дешевые модели, поэтому готовьтесь потратиться. Возле Аркадиуса есть стройка. Поднимаемся на лифте и прыгаем, заранее добавив парашют в быстрый слот. После того, как парашют полностью раскроется, нажимаем клавишу F и так 10 раз. Урона мы не получаем, так как снизу зеленая зона. Лучше купить малый ПП. Выполняя это задание с пистолетом, займет минимум в 2-3 раза больше времени. Вот здесь находится эта точка, нужен напарник или неравнодушный помощник. Покупаем мопед и меняем на нем гудок туда-сюда. Выполнение задания будет стоить копейки. У NPC взять квест на работу. Из самых простых — лесоруб и шахтер. Также берем у шахтера доп. Инструмент, чтобы выполнить в 2 раза быстрее. Если есть 2-й уровень дальнобойщика, идем туда. Если нет, идем на шахту, а также берем доп. Инструмент. Чтобы заболеть, хватит съесть одно мясо дичи.
в редких случаях 2-3 штуки. На крайняк передаемся бургерами или шаурмой и ловим фонтан изо рта. На маркете берем дрифт-кар и едем вот на эти зоны дрифта. В настройках F2 включаем показывать очки дрифта. Очки засчитываются только от 2500 непрерывного дрифта. А если вы еще помните сложные задания, напишите они в комментариях.